здоровья. Een Abchazië vertelde mij een keertje waarom zijn land zo mooi was. Hij zei, de dag dat God alle volken een stukje land gaf, lagen de Abchaziërs te slapen. En de volgende dag, toen al het land al was uitgedeeld, werden ze wakker. Maar goed, gelukkig streek God de hand over zijn hart en liet de Abchaziërs op zijn eigen land wonen. Daarom is zijn land zo mooi, zei die man. Abchazië maakt eigenlijk deel uit van Georgië, maar in de jaren 90 hebben ze zich in een oorlog van Georgië afgesplitst. Nu is het een beetje een rare situatie. Ze noemen zich onafhankelijk, maar die onafhankelijkheid wordt door geen enkel ander land erkend. Nou ja, behalve Rusland. En Nicaragua om een van de redenen. Links staat Dmitri Medvedev, de nieuwe president van Rusland. Rechts Sergei Bagapsh, president van Abchazië, of dat nou een land is of wat dan ook. Hij is in ieder geval de president ervan. En de slogan luidt: vrede, vrijheid, onafhankelijkheid. Nou, de eerste twee dat klopt wel. Nou, echt veilig is het ook weer niet, want je kan zo omgereden worden door een auto. Maar dat laatste, onafhankelijkheid, dat is dus eigenlijk maar de vraag. Elk jaar op 30 september vieren die Abchaziërs hun onafhankelijkheid op het plein voor het parlementsgebouw. Вы можете объяснить, какое здание мы сейчас находимся? Это здание Шамина. Шамина? Совет министров. А это был во время войны? Да. Да. Пожар был? Или это последние бои проходили здесь. Ага. А вы в Сухуме были тогда? Мы наступали с берега. А вы видели, когда загорело? Ну, конечно. Это здесь засела последняя группа грузин, как они себя называют, смертниками, я не знаю. Вот они до конца здесь сидели, и выхода не было. И пришлось это все... Ну, обстреливали до конца, они тоже не сдались, и пришлось это... Уже это Калашников, наверное, да? Которые участвовали, много погибли абхазцев, знакомые? Очень, очень много. Но это у нас не забывается, в нашем памяти всегда. А можно сказать, что у всех в семье кто-то знакомый погиб? Ну, это каждая семья почти, но если не в семье, все равно родственники погибли, близкие. Никого не обошло. А как вы думаете, еще война будет? Нет, уже не думаю. Уже наши границы защищены. Благодаря России. И да? благодаря России, благодаря нашим воинам, особенно России. Vorig jaar voerde Georgië een oorlog met Zuid-Ossetië, dat is net zo'n opstandig gebied als Abchazië. En van die situatie maakten de Abchaziërs gebruik om de Kodori-vallei op de Georgiërs te heroveren. Officieel deden zij dat zonder hulp van de Russen. Днем Победы! Праздником вас всех! А вы можете чуть объяснить о медалях?
Я? Да. Значит, Я это не знаю. медаль за взятие Кудора в верхней части. Это за воинскую доблесть, за службу. Это уже за безупречную службу 10-15 лет. Вот. Это за миротворческую миссию эта медаль. Это уже советская медаль. Советский, да? Да, да, советская. А вот это Кодори, это вот, я думаю, месяц назад, Да, да? да, месяц назад. Это что вы получили? Так точно. А вы там Да, я воевали? участвовал, да. Я командир артиллерийского полка. А сейчас там все... Все, там мир. Там мир сейчас. Да. Мир. Безопасности и мира. Нелегко досталась победа над вооруженным до зубов противником. 413 дней и ночей продолжалась кровопролитная и жестокая война. В эти тяжелые дни раскрылись лучшие черты солдат Отечества. Преданность Родине, высочайшая самоотверженность, стойкость, мужество и героизм. Какой ценой досталась нам победа? На трудном пути к ней многие отдали свои жизни. Вечная им память. А как вы думаете, что вы чувствовали, когда Россия признала независимость? Честно говоря, кислород открылся, свободы. Это очень хорошо. Мы уже чувствуем, как вольный народ. Как вам сказать? Лучше этого нет. Когда дали то возможность, то свободу дали. Приехали сюда поздравить братский абхазский народ, который мы признали задолго до официального признания, душой и сердцем. Россия. За Россию. За Абхазию. Это мы привезли. Это мы привезли. Вот, подарок возьмите. Для водки, возьмите. да? Или чача, может быть? Все, что угодно. Но только за свободу и независимость Абхазии и за дружбу с Россией. Ручка. Вы тоже сделали специально. Обсны Россия навеки вместе. Репортажи писать только ею. Держите. Просто, как вы думаете, есть ли какая связь России, Абхазии, чтобы, может быть, лучше они вместе, может быть? Они испокон вместе. Испокон. Независимость от национальности. Это состояние души. Это состояние сердца. Кто живет здесь, тот поймет. Я всем говорю, приехал один раз в Абхазию, заболеваешь в хорошем плане, душой и сердцем, на всю жизнь. Вы просто не знаете историю Абхазии, не знаете немножко тот геноцид, который грузины здесь проводили. Они не уничтожали не только абхазов, они уничтожали все население. Они хотели здесь поселиться полностью. И им это никак, вот эта гордыня грузинская, она не дает возможности им понять, что история, она только на добре живет. Зло не проходит между народами. Вы же не хотите с нами воевать? Нет. Ну а вот и все, и мы тоже с вами не хотим. Выпьем. Сегодня мы думаем, что в Европе нет демократии, потому что когда нас убивали осетин, стреляли в спящих детей, это ни в какие рамки, это необъяснимо человечеству. И все закрывают глаза. Мы думали, что от Европы идет демократия, но оказывается это неправда. Не дай бог, я же говорю, мы хотим только одного, чтобы отношение было одинаково. Как к нам, мы не разделяем, русский там, абхазец, осетин. Но точно так же и в Косово, чтобы тех, которые судят там сербов. Но извините, ну почему Саакашвили не судят, который танками по колонне машин прошел с детьми? Понимаете как? Een vriend van mij, Genia Titov, werkt voor Nova Gazeta, zo'n beetje de enige kritische krant die in Rusland is overgebleven. De laatste paar jaar zijn 3 van zijn collega's bij de krant vermoord. Genia die was in die Kodori-vallei vlak voor de oorlog. В принципе, безусловно, каждая большая империя, будь то Америка, будь то Россия, она всегда стремится к экспансии, к тому, чтобы отстаивать свои геополитические интересы. Разумеется, Абхазия на сегодня находится в сфере геополитических интересов России. И я, когда был в Абхазии, вот я стал беседовать с человеком, который был главой администрации местного села. Я сказал, это было как раз накануне, вот за день до начала боевых действий со стороны Абхазии. Я сказал ему, а каких рубежей вы хотите достичь? Вот, чего вы хотите достичь? Он сказал, каких Россия скажет, тех и достигнем.
Кто это был? Это был глава администрации горного села. Ага. Вот. Как далеко вы пойдете? Вот как Россия скажет, так мы пойдем. Вот. И, безусловно, это была, конечно, российско-грузинская война. Потому что я, когда был, вот как раз в тот день, когда выходили миротворцы, я был на абхазско-грузинской границе, и снайпер, он отстрелил руку солдату. Да. И мне лично миротворец сказал, что это был российский солдат. Вечером российское телевидение сообщило, что это был абхазский солдат. Это деталь, которая имеет принципиальное значение. Тем самым Россия подогревала Абхазию к войне постоянно. Да? Вот такой пропагандистский ход я отметил. Rusland probeert voortdurend haar buurlanden te destabiliseren. En die hulp aan Abchazië is hier maar één voorbeeld van. Ik bedoel, de laatste paar jaar opent het journaal elke dag met wat voor oorlogsmisdaden de Georgiërs nou weer hebben begaan. Of wat voor een rommeltjes in het parlement in Oekraïne. Of hoe slecht de Russen in de Baltische landen worden behandeld. Hiermee worden kijkers warm gemaakt voor een uitbreiding van Rusland. Mensen worden geïndoctrineerd. En wat mij in de laatste 3 jaar is opgevallen, dat Russen een steeds meer anti-westerse toon aanslaan. Ook vrienden. Het verbaast me niks als je elke dag zo'n journaal ziet. Poetin noemde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ooit de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. Zo zien Russen het. Ze hebben geen vrijheid gewonnen, nee. Ze hebben land verloren. Ik denk dat de laatste 20 jaar een soort anomalie, een soort van uitzondering is geweest. En ik denk ook niet dat je kan zeggen dat Rusland op dit moment opeens heel erg agressief wordt en opeens zijn invloedssfeer uit wil breiden. Dat is altijd zo geweest. Dit is meer een herstel van die invloedssfeer. En ik denk dat in Europa en in Amerika we er misschien maar aan moeten wennen dat Rusland sinds vorige zomer weer terug is in zijn oude rol. En dat het ook helemaal niet snel gaat veranderen. En misschien ook helemaal niet gaat veranderen. Здесь много казаков. Сколько, например, как вы думаете? Много. 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 100. Не менее 300. 300? Так точно. Много. Мы сюда приехали к друзьям. Разделить их радость. Радость их победы. И приглашенные их правительством, мы как на праздник, в общем, их праздник. Потому что наши казаки помогали им тоже защищаться от противника. Когда? В 90-м? Да, и всегда, когда надо. Потому что друг тот, который приходит в беде, это друг одно. Но друг, который делит с тобой радость, не беду, это настоящий. А что вы думаете, что в Западе они так значит, боятся России, что они думают, будет новая холодная война? Это русских не надо бояться. Ими надо дружить. Весело, за правое дело. Победа над врагом была одержана совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Приднестровья, казаками Юга России и стран бывшего Союза. Вечная память героям, отдавшим свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины. Поздравляю вас с Днем Победы и Независимости. Ура, товарищи!
чернявая девчина в саду ягоды рвала. Маруся, раз, два, три, калина, чернявая девчина в саду ягоды рвала. Вышла девчонка, рано воду брать, а за нею казаченьков вывел коня напувать. Маруся, раз, два, три, калина, чернявая девчина в саду ягоды рвала. Nog meer. Het houdt niet op. Dat die Abkhaziërs blij zijn, snap ik wel. Maar waarom drinken en dansen die Russen? Omdat Abchazië nu een onafhankelijk land is? Of omdat ze weten dat het eigenlijk een deel van Rusland is geworden? Веревки разрезать. Курица. Ой. И где ваш этот? Еще. Да. Так, спасибо. Ножки Буша. Ножки Буша, это наша курица. Российская. Это аллея славы, где похоронены сыны и дочери Абхазии. Здесь похоронен мой родной старший брат. Здесь в Сухуме? Он погиб на подступах к Сухуму. Здесь все ребята, те, кто погибли, все погибли, отдавая жизни за родину, за нашу. А вы тоже воевали? Да, я тоже. В Сухуме? Да. Вы вряд ли найдете кого-нибудь здесь из молодых ребят, которые не воевали и которые не принимали участие. А еще знаете? Конечно, я тут практически всех знаю. Покажите. Это вот молодой парень, ему было 23 года, когда он погиб от гуразника. Все. Так что вот так. Это что-то новое, я видел, что вы... Вот сигарета. Это там, сигарета прикуривается в память о том, что он есть. Мы не считаем... Это как традиция, да? Это как традиция. Мы берем стакан воды, спиртного, неважно чего, поливаем могилу и ставим ему в память. Мы думаем, что они чувствуют это все. Мы надеемся, что они это все видят. Детей, которые не имели. Кто-то решил, что похоронить у себя, там где-то на кладбищах похоронили. А здесь это место, куда приходят наши дети, куда приходим мы, и где мы чувствуем, что вот эта цена, которую мы заплатили. Вот эта цена. Зато сейчас независимость, да? Может быть, благодаря за этих людей. Ну, просто обидно нам, конечно, то, что... Вы меня пропустите. Пожалуйста. Это я за все делаю. Виновата я. Ребята, здесь похороните меня. Ладно. Спасибо вам большое. Удачи вам. У меня сын раненый. Надо было сказать с праздником, но может быть такое место, что... Я вас с праздником. С праздником. Она меня любила, Вика. До свидания. До свидания. Вон здесь мой цветок! У могилы! Где мой сын потерял свою жизнь, любовь? И там я похоронила, где шайба и разрубила голову. Она мне всегда встречала: мама, помою, мама, убери. По танковой части они погибли! Под мировой части! Где взрыв? Мины! Я больная, да? Я контуженная! Что вы думаете вообще?
событиях Грузии? Мы очень рады, то, что получилось, то, что с Россией у нас все взаимно связано. Они, как бы сказать, пошли нам навстречу и сделали то, что ни одно государство ни первое не кинулось делать, а вот именно Россия. За независимость. За независимость. Вы гордитесь Абхазией? Обязательно. Это наша родина, наш край. А что вы думаете о Грузии? Они вообще как поступили? Грузия пускай думает о себе. Нам нечего о них думать. Они просто неправильно поступили. Ихний президент неправильно повел себя. Он хотел царствовать, но не получилось. И не получится, пока Россия есть. То есть вы гордитесь вообще отношениями с Россией? Вы не думаете? Однозначно. А не думаете, вы думаете, это хорошо будет, если Абхазия станет частью России? Частью России не будет он никогда. Если даже и будет, никто не против, народ все за Россию. Все за Россию, да? Да. Правильно. Маленький Голливуд будет, если у нас... Это субтропики, маленькая Африка, Сухуми. Его отдать так просто невозможно. Мы государство, которое можем сами себе обеспечить. И за это так Россия тоже решила, чтобы отдельное государство было дело. Вот и в дальнейшем пойдет у нас тихо, инвесторы придут, не то что русские, все здесь придут инвесторы, поживут, увидят. И будет прекрасно здесь все. De hele reden waarom Rusland Ossetië steunde in de oorlog met Georgië was omdat alle Ossetiërs Russische paspoorten hadden. Rusland moest haar burgers beschermen. Moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren als de Russen inderdaad paspoorten aan de Russisch-talige minderheid op de Krim uitdelen, zoals de Oekraïners beweren. Het hoeft maar iets te gebeuren, er loopt een gascrisis uit de hand of zo. En dan komen de echte problemen. Ik bedoel, Oekraïne is een land met 48 miljoen inwoners. Господа, сюжет был уникальный, конечно. Да, вы молодцы. Природа, она исключительная природа. Вы молодцы. Так вот, что я хочу сказать. То он фактически, даже когда Западу не нравилась Россия, да, но стереотип вот этой холодной войны, он, конечно же, он оставался. И тем не менее в отношении Абхазии, Запад, отказывая Абхазии во всем, даже в маленьких каких-то вещах, он фактически делал медвежью услугу себе. И он позволял прийти сюда России. Да. Вот я вам просто на простых примерах приведу. Лет 10 назад у нас не было паспортов. У жителей Абхазии не было паспортов. То есть были старые советские паспорта, которые уже срок давности, у которых срок давности истек, которые уже и не действовали, нигде не признавались. То есть по ним даже выехать за пределы Абхазии было сложно. И мы просили, тогда руководство нашей страны просило миссию ООН, там все эти различные международные структуры и представителей западных государств. Просили, чтобы нам, жителям Абхазии, дали паспорта Нансена. Или что-то вроде каких-то документов, по которым мы могли бы хотя бы чуть-чуть передвигаться по этому миру. И нам все время отказывали и говорили, берите грузинские паспорта. Но у нас, мы в принципе, мы находимся с Грузией до сих пор в состоянии войны. И нам это неприемлемо были грузинские паспорта. Здесь уже дело принципа было, да. Принципиально. Да, принципиально. Это принципиально. Я как-то пытался объяснить в Вашингтоне одним людям, которые никак не могли понять, почему мы взяли эти паспорта. Я говорю, послушайте,
Вот вы попытаетесь всю жизнь прожить в штате Мэн или там Мэриленд, да, и никуда не выезжать. Мы в такой ситуации. И при этом у вас не будет ни нормальных школ, ни нормального больницы, ни нормального социального обеспечения, ничего не будет. То есть, и вы попытаетесь вон там прожить. То есть это вот такая ситуация у нас. Молодой человек, а вы не знаете, если Троцкий, он здесь как делал speech, не знаете? Stond er waarschijnlijk een hele menigte hier, stel ik me zo voor. Toen was hij nog populair. Вы не знаете, если Троцкий, он отсюда, речь. Другой балкон? Да, там спросите у администрации, скажут. Вот это балкон, да? Кто здание. Goed. Вы говорите, что Троцкий с этого балкона. Вам все поверят. С этого, да? Да, с этого. Поверят. Хорошо. Вы спросите. Het is ongelooflijk hoeveel invloed die eerste revolutionairen nog hebben. Bij de oorsprong van veel ellende in de Caucasus komt telkens één naam terug. Stalin. Dat was echt een meester van de verdeel- en heerspolitiek. Stalin wist dat de Abkhaziërs en de Georgiërs elkaar niet mochten, dus wat deed hij? Hij gaf de Abkhaziërs autonomie, maar stopte tegelijkertijd het land vol met Georgiërs. Geen wonder dat het daarna misging. Stalin kwam zelf uit het gebied en liet hier een van zijn buitenhuizen bouwen op een van de mooiste plekjes van Abchazië. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в сталинскую дачу. Здравствуйте. Jelle. Спасибо. Так. Дача Сталина. Так рассказывает? И коротко, если вы коротко... Как... Вот это вот банкетный зал сталинский, да, все банкетные столы при Сталине проходили вот здесь вот. В то время, когда Сталин здесь отдыхал, у него охрана была более 3000 человек, это вместе с обслуживающим персоналом. 3000? Да, персонально для него посуда не ставилась, посуда ставила до 10 персон. Он приходил, выбирал себе место, прежде чем приступить к еде, заходила женщина, которой он доверял, должна была всю эту пищу попробовать, только тогда он приступал к еде. А он здесь сидел, да? Это самое персональное его место, вот здесь, вот, пожалуйста, да? присядьте. Так. Hij ging dan altijd aan het hoofd van de tafel zitten. Вот в этом банкетном зале он принимал вот этого гостя, Манджиду. В этом банкетном зале вот Сталин сидел на этой стороне, а вот гость его был на той стороне, сидел. Это тоже оригинальный... Да, это 1856 года из дома Романовых. Oh. Dus ik denk, ze zijn allemaal vastgelijmd. Наклеен, да? Это заблокированный, мастер заблокировал, чтобы вот не нажимали, чтобы не портилось. А так она рабочая. Nee, ik kan er niet meer op spelen. Пойдемте. Теперь в спальную комнату, да? Да, давай все комнаты посмотрим. А можно здесь... Пожалуйста, можно? Да. Так. Ik ga nu even het bed van Stalin proberen. Het voelt heel vreemd om met een bed van een man te slapen die ongeveer 28 miljoen mensen heeft omgebracht. Het voelt ook klein aan, maar dat komt omdat hij 1,56 meter was en ik ben 1,92 meter. Maar we zullen het even proberen. Zo werd die man elke dag wakker. Охрана выставлялась в коридоре у каждой двери. И да, он мог в одну спальню заходил. Потому что он не дав... Может быть, любовницей был. Не, это уже история об этом уже умалчивает. Просто он не доверял, чтобы люди не знали, где он может провести ночь. Даже если он выходил ночью в ванную комнату, он вышел охраны, кнопка, он нажимал на эту кнопку, выходил в коридор, охрана должна была разойтись, заходил в ванную комнату. Потом с ванной комнаты выходя, опять нажимал на кнопку и заходил уже в спальную комнату. И по балконам мог обойти все 3 спальни.
Это его зеркало тоже, Это его да? зеркало, да. Мебель вся, ребята, сохранилась, то, что было еще... Он здесь волосы... Да, расчесывался, да? смотрел в зеркало, да. И как эти... Усы. Усы тоже. Да. Там еще ванная, да? Да, и каждой спальне своя ванная комната. Aha. Interessant wat er allemaal gebeurde hier in die dacha. Want hij had niet alleen 3 slaapkamers, maar hij had ook nog een massagetafel. Вот эта вот кушетка массажная, это что было еще при Сталине. Где ему делали массаж. Выйди, кушетка сама маленькая, так как у Сталина рост был 1,56 метра. En opnieuw, omdat die man, omdat Stalin 1,56 meter was, is de massagetafel extra kort. Вот эта вот летняя терраса, какие-нибудь если банкетные столы с виду на озеро, то накрывался стол здесь, вот с виду на озеро они могли сидеть вот здесь. Самое интересное, что я слышал, что Сталин не любил запах кухни. Ну и вот, поэтому здесь нет кухни, да? Вот эта кухня у него находится на той стороне, где молочный водопад. Готовая пища, готовилась пища там, готовая пища привозилась сюда, также потом посуда увозилась назад. Это было постоянно для того, чтобы запах пищи на территории дачи, чтобы не было. Ik zag laatst een televisieprogramma waarin de populairste Rus aller tijden werd verkozen. Stalin stond daar op de 3e plaats. Het is gek, maar bij enquêtes scoort Gorbachev nooit zo hoog en Yeltsin al helemaal niet. Leiders die wij hoog hebben zitten in het Westen zijn totaal niet populair in Rusland. En andersom, Stalin scoort altijd hoog, ook onder jonge mensen. Спасибо вам большое за экскурсию. Было много интереснее и известнее деталей. Подробнее. Ребята, да. Что возможно было, я вам все показал, все рассказал. Историю, что знал, все вам рассказал. Внутри что было, все мы вам показали, все спальни, где он спал, где он принимал своих гостей. Теперь вот выход уже на причал у нас будет, и уже по территории уже можете прогуляться. Приятного вам отдыха. А, кстати, как вы думаете о Сталине? Какой он был человек? Как вы думаете в истории? Ну, нормальный человек был, который человек выиграл войну, правильно же, и построил такую красоту для народа, построил, правильно же. Дал людям, чтобы они могли прийти, посетить эту дачу, посмотреть, как музей осталось людям, поколение же растет, живет, музей остался людям. Вот люди приезжают все с любой страны, посещают, мы показываем им все, рассказываем экскурсии. А есть еще люди, которые сказали, что вот он придумает и ГУЛАГ. Я не знаю, вот это я с ними лично не встречался, я всегда встречаюсь с хорошими людьми и провожу экскурсию отлично с нормальными людьми. И также прощаюсь, всем приятного отдыха. Сталин, нормальный человек. Да. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А еще чуть-чуть насчет популярности Путина. Ну еще чуть-чуть. Почему ты думаешь, он такой популярный? Опять же, массу причин. То есть одна из причин состоит в том, что он воплощает в себе идею царя, что очень характерно для русского народа, идею сильного лидера, идею жесткого лидера. Это очень глубоко в русской ментальности сидит, что мы нуждаемся в жестком, сильном лидере. Вот. То есть он олицетворяет собой некого вожака стада. С другой стороны, опять же, отсутствие альтернативы, но опять же, я уже начинаю повторяться, российское законодательство заточено таким образом, чтобы человек, который действительно может представлять из себя альтернативу, он не мог попасть во власть. Да, и вот основная базовая потребность человека – это безопасность. И вот мне кажется, сейчас в России, вот в постпутинской России, человек не ощущает себя в безопасности. Человек постоянно какой-то страх ощущает. Мне кажется, что это признак именно путинской эпохи. We rijden nu door de Gali-regio. Dat is een gebied binnen Abchazië. Maar hier wonen geen Abchaziërs, maar Georgiërs, Mongoliërs. Moet je je voorstellen, tot 1992 wonen in deze huizen hier, links en rechts, wonen hier Georgiërs. Die zijn allemaal weggegaan. Dus nog een klein gedeelte is over, ietsje verderop, in Gali-stad. Maar het is nog de vraag hoe lang die daar kunnen blijven wonen. Want intussen is Abchazië natuurlijk erkend door Rusland als onafhankelijk land.
Er zitten hier elke dag meer en meer Russische troepen hier in het grensgebied. En is het eigenlijk volstrekt onduidelijk wat er met deze Georgiërs in Abchazië gaat gebeuren. We zijn nog wel in Abchazië, maar in deze provincie is de meerderheid weer Georgisch. En zij zijn een beetje de verliezers van die oorlog. Die is wel leuk gewonnen door de Abkhaziërs, maar intussen zitten hier nog tienduizenden Georgiërs en die zijn eigenlijk, het zijn mensen zonder land. Op basis van de Verenigde Naties. En aan de overkant там русские миротворцы, да? Миротворцы уже они себя не называют миротворцами. Они не знаю, это регулярные войска Российской Федерации. Они здесь находятся. Они так говорят. Там и военная помощь. Так что здесь миротворцы, помянут их миротворцами. Здесь я лично как гражданин считаю неуместным, потому что это регулярные войска уже Российской Федерации, которые находятся здесь на основе, это весь мир знает, договора двухстороннего о взаимной помощи, сотрудничества. Там военная сфера тоже есть. Когда был первый конфликт между Абхазией и Грузией, население погинуло. А потом они вернулись. Гали обычно и официально под флагом Юномик 320 семей, а остальные сами вернулись. Где-то сейчас в Гальский район вернулось где-то около 50 тысяч человек. Здесь не было абхазцев. Здесь абхазцев не было, вот, особенно в горных местах. В основном жили миграции. Ну. Toen ik hier een half jaar geleden was, wilden die Georgiërs nog wel praten. Maar intussen is het nu anders. Rusland heeft Abchazië erkend en de meesten zijn te bang om te praten. Ну, у меня она стоит в данный момент 2 тонны. 2 тонны? Да. О. Ну, значит, зимой вот так буду гулять. Ага. Огонь? Да. Обязательно. Там уже варенье пойдет внутрь. И пошла. Понесло, идет и выходит чача. Ага. Спирт. Сейчас попробуйте это. Ага. Сейчас она, в принципе, холодный будет. Это уже чача, да? Это уже чача, да. Ага. Может быть, вместе? Да, естественно, конечно. Ромберг и Миризар. Кристина. Сколько процентов здесь, как вы думаете? Понимаете, сейчас мы где-то процентов 95 доходит. Процентов 95. 90? Спирт, да, 95 спирт. Но разбавляем его. Да. Да, сделаем где-то процентов 70, 65, 70. Первый тост. Это есть самый главный. Дай Бог, что в мире мир был. За мир. За мир. Пьем? Угу. А я думаю, что исправится. Чача очень хорошая. Очень. Очень. Второй. Второй? Да, второй. Окей. Сейчас это наши уже... друзья попробуют это, Ага. потом этого попробуем. Хорошо, попробуем. Тут или на улице видим? Сейчас на улице. Хорошо. Дым. Столько дыма. Давай. Чим алева. Hayati banka aşılmayı. Делаем. И сразу. Вахтанг Гури, знаешь как? Дайте вот так. Вот так. Это есть. Это крепче. Да, hij zegt, dat is sterker, maar dat voelde ik al op zich. Hij zegt just, look. Ради Бога, мне уже 58 лет, но я за детей. Я вот здесь защитил грудью ребенок, чтобы жил и видел мир. Вот здесь самолеты, миротворцы летят, ребенок вот так под стол лезет, самолет. Боится ребенок, испуганный. Русские самолеты? Самолеты, да, вот здесь летают, вертолеты, вот эти летают.
Клянусь, ребенок, дядя Руслан, говорит, вот такой прячется за мной ребенок. Что с него будет вообще? Он уже нервы разрушены ребенка, все разрушено. А когда это было? Каждый день летают, каждый день здесь вертолеты. Ну почему? Летают здесь, наблюдают, Почему миротворцы. это делают? А вот это русских надо спросить. Вот миротворцы, и да. они так, они еще низко летят вообще. Нет, они не пугают, они же летают по... Контролируют. Страх одно дело, что мы боимся, это факт, что мы боимся. В хорошем смысле. Потому что гаранта нету. Нету. Пока еще. Безопасность нету. Но нам некуда идти. Вот в чем проблема. Самая главная проблема есть это. А в Грузию вы не могли? Почему не могли? Ну тогда война шла же. Я же не возьму своих детей туда, там же бомбили. И Сенаги бомбили, и Поти бомбили, и Цхинвали бомбили, да? И туда же не возьму детей. Ну мы так тут находились дома. А как вы думаете в Буче, как здесь, в Галском районе? Ну, понимаете, тут рабочий класс находится. В основном. Ни политики, ни дипломаты. Лучше будет, хуже будет, нам некуда идти. Выбора нет. Выбора нет, в принципе, понимаете. И тут очень самое главное для нас. Тут мы родились. Тут мы выросли. Это наш дом. Генетика наша здесь. Понимаете? Вот отец мой, мать мой. Кладбище наших предков тут находится. Мы, кавказские люди, ценим и уважаем нашу традицию, обычаю, понимаете? И мы не сможем оставлять кладбище своих предков. И тут находимся. Zo'n man kan wel zeggen dat hij in zijn huis wil blijven wonen, maar het is helemaal niet duidelijk wat er met die Georgiërs in Abchazië gaat gebeuren. Op de lange termijn geldt dat natuurlijk ook voor de Abchaziërs zelf. Nu zijn ze natuurlijk heel blij met de steun van Rusland, dat begrijp ik heel goed. Maar zijn er nog wel Abchaziërs? Ze hebben Russische paspoort, ze stemmen voor Russische verkiezingen. Steeds meer jongeren spreken alleen nog maar Russisch. Ik bedoel, zou het niet tragisch zijn om je los te vechten van het ene land, om er na al die strijd achter te komen dat je bent ingelijfd door een ander land? Я чистый патриот вот моей Абхазии. Все. Даже у меня стихи написаны. Ты слышал мои стихи? Я стихи пишу. Да. Да, я пишу стихи. Вы можете один? Что, на улицу выйдем там? Вот смотрите, я читаю вам. И снова я вернулась в Гали, свой солнечный и чудный край, где апельсины, мандарины свой аромат цветущий льют. Я так люблю природу эту, природу счастья и любви. Среди такой вечно зеленой я возрастала с юных лет. Хотя я родом из России, но этот край роднее, милей. Все здесь по-прежнему красиво, хоть люд испортился совсем. Гребут, хватают у соседа то чашку, ложку, котелок, то землю делят между собою. Забор соседа переносят, как будто вечно будут жить. Не думая, что у соседа есть дети, внуки и родня, которые вернутся скоро, как я вернулась сюда. А? Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.